Привет, друзья, я Антон Гросс, а это канал об эмиграции и жизни в Италии. Одно из последних видео про пенсии Италии вызвало много обсуждений и вопросов, и я решил собрать все ваши вопросы в одно видео и ответить на них, а также рассказать о пенсиях все, что забыл в предыдущем видео, и сделать видео новое более полным. Поговорим опять о размере минимальной социальной пенсии, о пенсии, на которую можно уйти, выплатив всего 5 лет социальных взносов, и о размере пенсии при минимальных 20 годах выплат. Поговорим о пенсии по утере или утрате кормильца, а это две разные пенсии, пенсии по инвалидности и многом другом. Пенсионный возраст в Италии сегодня 67 лет. Но сегодня на пенсию можно выйти раньше, отработав стаж в 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин. Как мне правильно заметили в комментариях, мало кто из нас может выйти досрочно на пенсию, так как большинство приехало в зрелом возрасте после 2000-х, что как бы логично, 2 плюс 2. Но есть и другие варианты досрочного выхода на пенсию, о них тоже коротко поговорим. Чтобы выйти на пенсию, нужно отработать минимум, как вы уже поняли, 20 лет стажа и достичь пенсионного возраста 67 лет. Либо всего 5 лет выплат и выйти на пенсию по достижению возраста 71 год. Однако с такой схемой есть подвохи, о которых тоже поговорим. Социальная пенсия, по сути, это социальное пособие. Assegno sociale, которое с 1 января 2024 года составляет 598 евро 61 цент, умноженное на 13. Это почти 8 тысяч евро в год. А если быть точным, 7781 евро 93 цента, что выше, чем во многих странах. Сейчас не буду говорить о России или Беларуси или Украине. Там эти суммы смешные, но в Израиле, например, размер социального пособия 1736 шекелей или 420 евро. Максимальный размер социальной пенсии или пенсии для тех, кто никого не работал, таким образом 598 евро 61 цент в течение 13 месяцев, потому что, как вы знаете, пенсии в Италии не 12, а 13, как и зарплат. Эта сумма растет, ИМС пересчитывает ее каждый год, она должна расти пропорционально инфляции и росту цен. Но 600 евро для жизни в Италии, я вам скажу честно, это не очень много. А как считаете вы? Аренда обычно стоит дороже, но кроме этих выплат в Италии есть и другие. От социального жилья до денег на продукты и оплаты счетов за коммунальные услуги. Я об этом иногда рассказываю у нас на канале. Кстати, возможно, если вы хотите быть в курсе актуальных изменений в Италии, в том числе в пенсионной системе, вам имеет смысл подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обещаю много актуального, интересного и, главное, вовремя и без воды. Кроме того, у нас есть рубрика «Новости Италии» на русском языке, так вы будете еще и в курсе всех политических и светских событий, сплетен и удивительных историй в Италии. Еще я показываю тут разные городки и интересные места полуострова. Социальная пенсия ждет всех, кто не отработал минимальный пенсионный стаж, либо стаж отработан, но выплаты были такие маленькие, что пенсия не превышает размер социального пособия, и ее нужно будет добирать последним. Однако можно вернуться обратно, отказаться от итальянского ВНЖ и аннулировать прописку в Италии и получать пенсию меньше социальной у себя дома, например, 300, 400, 500 евро, что и делают некоторые. Иными словами, если выплаты больше, чем Assegno sociale, вы получаете обычную пенсию, которая превышает эту сумму, с которой можете жить где угодно, не теряя ее. Да, кстати, пенсия облагается подоходным налогом, так что можно уехать в страну, где налог ниже, и там жить на старости, получая чуть больше. А социальная пенсия не облагается таким налогом, но с ней уехать никуда нельзя. Сейчас тоже узнаете почему. Если же размер накопления за 20 лет пенсии ниже, то при отсутствии доходов вы будете получать социальную пенсию, кроме минимальной, которую вы заслужили. Социальную пенсию, или точнее пособие, во-первых, нужно запросить, во-вторых, можно легко потерять, если уехать из Италии. Насколько можно покидать Италию, я сейчас расскажу тоже, но сперва коротко о средних пенсиях по Италии. Средний ежемесячный размер пенсионных доходов, получаемых мужчинами, выше, чем у женщин, примерно на 35% в Италии. У мужчин пенсия в среднем составляет 2000 евро, тогда как у женщин 1500 евро до налогов. Много это или мало? Пишите в комментариях. Как вы поняли, социальная пенсия – это никакая не пенсия, а настоящее социальное пособие, которое дают далеко не всем. Кто может претендовать на получение социального пособия? Запросить социальное пособие имеют право как граждане Италии, так и иностранные граждане.
Тут, казалось, можно было бы вздохнуть спокойно. Пенсия будет при любых обстоятельствах, однако не все так радужно. В соответствии с законодательством подать на заявку на получение социальной пенсии могут следующие лица. Естественно, граждане Италии, граждане стран Евросоюза, официально зарегистрированные по месту жительства в муниципалитете, граждане третьих стран, являющиеся родственниками граждан ЕС, например, если вы замужем за итальянцем, это ваш случай, и граждане третьих стран, обладающие видом на жительство ЕС для долгосрочных резидентов. Это как раз та категория, по которой, скорее всего, вы пойдете, если запросите это пособие. Ну, еще есть лица без гражданства или иностранцы, имеющие статус беженца или дополнительную защиту. Они тоже получают это пособие. Так что, если убрать граждан Италии, родственников граждан ЕС и беженцев, остается фундаментальное требование иметь постоянный вид на жительство Италии. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, бывшая карта di soggiorno. Раньше его выдавали с пометкой лимитата, сегодня документ выдают в пластике на срок до 10 лет. Если у вас на таком документе написано иллимитата, то документ действует всего 10 лет с даты выдачи, и его нужно обновить, если прошло больше. О чем я много рассказывал у нас на канале, и был первый, кто об этом сказал вообще. Вот вам еще один повод подписаться. Нужно не иметь дохода, либо доход должен быть ниже социального пособия, чтобы запросить эту пенсию. Внимание, один из вопросов был о доходах в супруги или супруга. При расчете доходов учитываются доходы семьи, наличие собственной недвижимости, остатки на банковских счетах и так далее. Так что, если у одного из супругов высокая пенсия, у вас есть свое жилье или даже еще один дом, что нередко бывает у итальянских семей, второй супруг может не получить социальное пособие. Все потому, что общее благосостояние семьи очень высокое. Этого пособия или пенсии могут лишить. Поговорим, в каких случаях его могут приостановить, лишить и в каких случаях можно возобновить получение социальной пенсии, если ее приостановили. Финансовая полиция делала проверки в отношении граждан Албании, Марокко и Украины, в результате которых лишала пенсии иностранцев. Проблема не новая, и есть кассационные решения суда, которые отменяют некоторые лишения пенсии. Если коротко, то без уважительных причин можно отсутствовать на территории Италии не больше 20 дней подряд. В случае отсутствия на территории Италии в течение 30 дней и больше, ИНПС приостановит выдачу пособия на весь период отсутствия. Есть циркулярное письмо от 4 августа 2017 года, номер 3239, в котором это все объясняется, и кассационное решение суда можете почитать в оригинале. На пенсию можно выйти, достигнув возраста 71 года и выплатив всего 5 лет социальных взносов. Вопрос, конечно, о размере такой пенсии при минимальных взносах, поэтому не спешим радоваться. Я приведу пример. При зарплате 30 тысяч евро в год или 2300 евро примерно до налогов, как вы понимаете, это очень неплохая зарплата для Италии. Через 5 лет вы сделаете почти 50 тысяч евро взносов в пенсионный фонд. Принимая все пенсионные коэффициенты, а это 33% от выплат, которые вы сделали, и из этой суммы вы берете 6 или 7%, делите на 13, вы получите годовую пенсию в размере 3200 евро в год, что соответствует пенсии, делим на 13, 246 евро в месяц, выплачиваемой 13 раз в год, включая дополнительную выплату в декабре. Если взять более скромную, более реальную зарплату, например, в 20 тысяч евро в год или 1500 евро в месяц до налогов, пенсия составила бы около 165 евро в месяц, чуть более 2100 евро в год. Таким образом, пенсия при наличии лишь 5 лет страхового стажа оказывается весьма ограниченной, поэтому нужно взвесить внимательно все за и против, прежде чем идти по этому варианту. Однако эту пенсию можно получать, вернувшись на родину, а социальное пособие нет. Единственный плюс выхода на пенсию таким образом при небольшой зарплате. Как и в случае с 5 годами выплат, 20 лет выплат имеют свои особенности. Кто-то скажет, я отработал 20 лет, вышел на пенсию в возрасте 67 и получаю пенсию, которая выше средней итальянской зарплаты, стало быть, 1500 евро в месяц, что ли? Я таких людей лично не знаю, но такое возможно в теории. Все будут получать разную пенсию, так как, достигнув 20 лет выплат, кто-то получал 1000 евро в месяц, а кто-то 10 тысяч евро в месяц, и пенсия будет разная. Такое возможно с разными высококвалифицированными специалистами, которые решили осесть в Италии на старости лет и получать тут свою пенсию. Но основной части иммигрантов из бывшего СССР о таких зарплатах и доходах говорить, конечно же, не приходится. Теперь приведем пример пенсии по выплате минимальных 20 лет
на примере конкретной зарплаты для тех, кто приехал после 2000-х годов. При средней годовой заработной плате в 40 тысяч евро, это 3000 евро в месяц, до налогов общая сумма взносов, уплаченных за весь трудовой стаж, составит 264 тысячи евро. Применяем сказанные ранее коэффициенты, собственно, пенсия до налогообложения будет 14 718 евро в год или 1132 евро и 15 центов в месяц на протяжении 13 месяцев. Чтобы получить обратно свои 264 тысячи евро выплат, которые вы сделали, нужно получать такую пенсию на протяжении 18 лет, либо до 85 лет жизни, если вы вышли на пенсию в 67 лет. Пишите, имеет ли смысл делать эти взносы, чтобы получить пенсию, или лучше получить 250 тысяч евро в карман дополнительно. Как вы понимаете, не для всех пример с зарплатой в размере 3000 евро актуальный, и пенсия при более скромных зарплатах будет значительно меньше. А учитывая все факторы, такие как инфляция, рост цен и продукты, услуги и даже жилье, картина приобретает совсем мрачные краски. Несмотря на то, что пенсионный возраст постепенно увеличивается, все еще существует возможность досрочного выхода на пенсию для тех, кто имеет 20 лет взносов. Она возможна при наличии инвалидности. Для работников с инвалидностью не менее 80% при условии, что им исполнилось как минимум 61 год, для работниц с аналогичной инвалидностью при условии, что им исполнилось как минимум 56 лет. Таким образом, даже при возрастающем пенсионном возрасте существуют варианты досрочного выхода на пенсию, особенно для лиц с инвалидностью и тех, кто имеет длительный стаж взносов. Раньше свои социальные взносы можно было забрать, сегодня этого сделать никак нельзя. Есть еще два вида пенсий, которые называются пенсия по случаю потери кормильца индиретта и пенсия по случаю утраты кормильца di reversibilità. Это два типа пенсий, которые предоставляются в случае смерти застрахованного лица, но они имеют разные условия и особенности. Застрахованного я имею в виду, кто выплачивал социальные взносы в казну Италии. Первая пенсия по случаю потери кормильца, пенсиone индиретта, это вид пенсии, выплачивается, если умерший не был пенсионером, но при жизни выплатил минимальные требования по взносам. Для назначения пенсии нужно, чтобы умерший имел минимум 15 лет страхового стажа, иными словами, взносов или выплат в пенсионный фонд ИБС, либо 5 лет страхового стажа, из которых 3 года должны быть уплачены в последние 5 лет до смерти. Пенсия выплачивается ближайшему родственнику, супругу, детям, родителям при выполнении этих условий. Вторая – пенсия по случаю утраты кормильца, pensione di reversibilità. Это пенсия, выплачиваемая родственникам пенсионера, который уже получал пенсию по старости или по инвалидности на момент смерти. Пенсия по случаю утраты кормильца является процентной долей от пенсии умершего. Основные получатели пенсии – это супруг или супруга, они получают 60% пенсии умершего. Несовершеннолетние дети или дети до 26 лет, если они учатся и находятся на иждивении, получают 20% каждый при отсутствии супруга. Родители или другие иждивенцы, если нет супругов и детей. Проценты для разных получателей. 60%, как я сказал, супруг или супруга. 80% если есть один ребенок. 100% если двое или больше детей. И еще, ИНПС – это не пенсионный фонд, а более сложное учреждение. И выплаты из вашей зарплаты, те самые контрибуты, идут не только на обеспечение граждан пенсиями, а любыми социальными вопросами, от пенсий, пособий до жилья. Это было все о пенсиях. Задавайте вопросы в комментариях, пишите свое мнение и до новых встреч!